Фермер находит одну из своих овец, лежащую в поле, но не может поверить, что под ней находится. Он приглядывается, и его сердце чуть не останавливается, когда он понимает, что там 3 новорожденных малышей. Когда на ферме начало всходить солнце, первые лучи солнца осветили спальню Гарри и Стеллы, пары, которая нашла в сельской жизни покой и простоту, которыми они так дорожили. Гарри, крепкий мужчина с мозолистыми от работы в поле руками, проснулся с первыми лучами солнца. Для фермера не было ничего лучше, чем начинать день с утренней свежести на ферме. Его первой остановкой всегда был сарай, где он проверял животных, которых он так любил и о которых преданно заботился. Когда он открыл двери сарая, его встретил характерный запах сена и тихое мычание животных. «Доброе утро, друзья мои! Как вы провели ночь?» – поздоровался он, раскладывая сено для лошадей. Тишину сельской местности нарушали только легкий ветерок и пение петухов, создавая атмосферу спокойствия и простой красоты, которую Гарри так ценил. Однако, когда он пошел проверить своих овец, мужчина заметил кое-что необычное. Маленькая дверца одного из стойл была открыта, но Лиззи, его самой любимой овцы, там не было. Его сердце забилось быстрее, когда он заметил, что задняя дверь сарая приоткрыта, что означало, что бедняжка, возможно, выбралась наружу. Обеспокоенный, поскольку ночь была особенно холодной, Гарри выбежал из сарая. Он обошел ферму, его сердце сжималось от беспокойства, опасаясь худшего. И через несколько минут поисков фермер заметил что-то белое, лежащее недалеко от поля. Это была Лиззи. Он подбежал к ней с тяжелым чувством печали в груди, уже думая, что слишком поздно. К своему мгновенному облегчению он понял, что овца все еще дышит, но очень слабо. Пытаясь поднять овцу, мужчина заметил под ней что-то неожиданное. Казалось, Лиззи защищала что-то своим телом. Фермер осторожно приподнял животное, и когда он увидел, что находится под ним, то почувствовал, что у него дрожат ноги. «Боже мой!» – воскликнул он, совершенно ошеломленный увиденным. Там, посреди поля, под защитой овцы, он обнаружил 3 новорожденных младенцев. Его глаза расширились в полном недоумении. «Как вы здесь оказались?» – пробормотал мужчина, дрожащим от удивления и шока голосом. Не теряя ни секунды, Гарри снял свое пальто и завернул в него детей. Они дрожали от холода, но все еще были живы благодаря Лиззи, которая всю ночь укрывала их своим телом. Мужчина побежал домой и начал отчаянно звать жену. «Стелла, иди сюда, любимая. Иди сюда сейчас же». Женщина проснулась в испуге, сбитая с толку поднявшимся шумом. «Что случилось, Гарри?» – спросила она, выходя из комнаты. Однако, когда она увидела 3 младенцев на диване и своего мужа, обхватившего голову руками и не знающего, что делать, она пришла в замешательство. «Что? Как? Где ты их нашел?» – посыпались от нее вопросы. Пока Гарри, все еще не веря своим глазам, объяснял ситуацию, Стелла уже готовила горячую воду для теплой ванны для малышей. Пара, несмотря на то, что не знала точно, что делать, действовала с присущим ей родительским инстинктом и заботой. Они быстро согрели малышей и уложили их спать, завернув в одеяло, чтобы им было тепло и удобно. Мужчина, который также беспокоился о Лиззи, принес в сарай горячую воду и убедился, что овца оправилась от ночного холода. Убедившись, что все в безопасности и в тепле, пара села на кухне, пытаясь осознать, что только что произошло. «Давай позаботимся о них, Стелла. Мы должны выяснить, что произошло. Но сейчас мы за них отвечаем», – сказал решительный муж, чувствуя, как в его сердце зарождается неожиданная любовь к этим маленьким жизням. Эта любовь пришла из давней мечты. Стелла и Гарри, обоим за 40, в глубине души страстно желали стать родителями, в чем им было отказано жизнью. Мужчина, к сожалению, был бесплоден, и эта реальность лишила их радости иметь собственных детей. Они даже подумывали об усыновлении. Но бюрократия была настолько велика, а процесс настолько изнурительным, что пара окончательно пала духом. У них была большая ферма, богатая урожаями, место, которое они мечтали наполнить детским смехом.
Но до этого момента эта мечта казалась им фантазией, которую они никогда не смогут осуществить. Однако в тот день, когда они встретили 3 малышей, что-то изменилось. На краткий миг Гарри и Стелла показалось, что судьба исполнила их самые сокровенные желания, подарив им возможность стать родителями, пусть даже таким неожиданным и драматичным образом. Фермер, однако, был также глубоко заинтригован и понимал, что им нужно выяснить, откуда взялись эти малыши. «Они новорожденные, любимая. Их мать не может быть далеко. Она оставила их умирать на холоде. Если бы не Лиза, они бы умерли. Что за мать так поступает?» – спросил он, и в его голосе слышались возмущение и обида. Жена разделяла опасения мужа. Она тоже была рассержена, не в силах понять, как мать может вот так бросить своих детей. Итак, движимый желанием получить ответы, мужчина сел в свой грузовик и поехал по сельской местности, заходя в дома соседей, которые находились довольно далеко. Но никто ничего не знал. Никто не видел поблизости беременной женщины и не знал о недавних родах. С каждым отрицательным ответом разочарование Гарри росло. Но когда мужчина приблизился к тому месту, где он нашел детей, Гарри заметил что-то, лежащее вдалеке. Фермер с колотящимся сердцем пошел в ту сторону и был ошеломлен, когда добрался. Там на земле лежала молодая женщина, дышавшая слабо и прерывисто, очевидно, в последние минуты своей жизни. «О, Господи, давай я помогу тебе подняться!» — воскликнул мужчина, пытаясь помочь женщине. Ее тело неудержимо трясло, и она едва могла говорить. И вот тогда, взглянув прямо на женщину, Гарри понял, что у нее выпирающий живот, как будто она только что родила. Несмотря на то, что он был зол, он спросил мягко, учитывая серьезность ситуации: «Вы мать тройняшек?» Глаза молодой женщины расширились, и она слабым голосом спросила: «Вы нашли их? Они живы?» При этих словах она закашляла, а затем заплакала. Эти слова привели Гарри в замешательство. В конце концов, он искренне верил, что она оставила их там умирать. Но бедная женщина с трудом начала объяснять, что на самом деле произошло прошлой ночью. Хлоя была бездомной девушкой, оказавшейся в безвыходном положении. В ту холодную пронизывающую ночь у нее начались схватки, и она бродила в поисках убежища. В конце концов она приблизилась к ферме Гарри и издалека увидела яркий свет в их доме. Она шла так долго, как только могла, но не смогла добраться до их дома вовремя. И прямо там, посреди поля, у нее начались роды. У нее не было сил донести малышей до дома супругов, и в порыве отчаяния ей удалось завернуть их в старую ткань, которую она сама использовала в качестве одеяла. Овца, услышав крики Хлои, сумела выбраться из сарая и подойти к женщине. Но, увидев овцу, молодая женщина испугалась и убежала в поле. Лиззи со своей стороны нашла младенцев и согрела их своим телом. Тем временем Хлоя, измученная и не в силах сопротивляться сильному холоду, упала посреди поля, у нее развилось сильное переохлаждение. Чего она никогда не могла себе представить в те последние минуты своей жизни, так это того, что судьба передаст ее детей в любящие руки фермера, который примет их как своих собственных. Гарри слушал эту историю со смесью грусти и сострадания. Глубоко тронутый трудной судьбой молодой женщины, он чувствовал себя виноватым за то, что слишком поспешно осудил ее. Осознавая серьезность ситуации, он понимал, что должен действовать быстро. «Я собираюсь отвезти вас домой. Нам нужно согреть вас и позаботиться об этих ранах», сказал он, пытаясь осторожно поднять молодую женщину. Однако она была очень слаба, измученная трудностями путешествия и безжалостным холодом в ту ночь. «Нет», — сказала бедняжка, — «мое время пришло, сэр». Сцена была наполнена глубокой печалью. Хлоя, из глаз которой текли горячие слезы, посмотрела прямо на фермера и слабым голосом взмолилась: «Пожалуйста, воспитывайте их как своих собственных.
Ее слова были отчаянной мольбой, последним желанием матери, которая знала, что не увидит, как вырастут ее дети. Эти слова ранили Гарри в самое сердце. Затем, нежно взяв молодую женщину за руки, фермер пообещал: «Они будут любимы, моя дорогая, и я обещаю, что они будут знать, как сильно ты их любила». С этими словами, обещания и любви, бедная девушка испустила последний вздох, оставив после себя наследие жизни в руках незнакомцев, ставших спасителями. Небо над головой, казалось, разделяло печаль этого момента, окутывая сцену атмосферой прощания и раздумий. Со слезами на глазах мужчина поднял тело девушки и отнес ее в свой грузовик. Вернувшись домой, он все рассказал своей жене, которая расплакалась, услышав историю молодой женщины и трагическую потерю детей. Вместе супруги решили похоронить ее, должным образом почтив ее память. Церемония похорон была простой, но полной эмоций. И вот после печали и траура пара приняла решение законно усыновить тройняшек. Ферма с ее обширными землями стала для них бесконечной игровой площадкой. Детям нравилось гулять по полям, играть с животными и помогать родителям по хозяйству. Они стали маленькими помощниками, всегда готовыми учиться и принимать участие в жизни фермы. Дом, когда-то тихий, теперь оглашался смехом и оживленными разговорами. Супруги также никогда не скрывали от детей правду о их происхождении. Они с большим уважением и любовью рассказывали им об их биологической матери. Эти истории воспитывали в мальчиках любовь и восхищение матерью, которую они никогда не видели, но которая отдала ради них все. Дорогие зрители, а как бы вы поступили на месте Гарри и Стеллы? Приняли бы этих детей в свою семью? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.